Приветик! Мы сегодня с вами уже виделись, но сегодня вторая часть нашего прямого эфира, в которой мы с вами будем делать макушку у шапочки, связанной ромбами, я забыла слово, связанные ромбами. Сегодня я как раз, пока мы там ездили по всяким делам, успела связать эту шапочку. Вот такая она у меня получилась. Я подумала, повторюсь, я подумала, что такой цвет светленький будет слишком скучный, и добавила немножко в резинку некоторых оттенков полосочками. Вот она у меня такая более яркая получилась. Ну, плюс мне интереснее было так вязать, честно говоря. И сейчас мы будем закрывать эту шапочку. Спасибо, расколдовыватель, для тебя нет тайн, наверное, вязаний. Яна, мне кажется, есть. Все-таки есть вопросы, которые девочки задают, и я так... м, и что мне ответить на это? В общем, не знаю. Есть такие вопросы, но чаще всего это... А, ты у меня, кстати, спрашивала, как это вяжется. И я так... м, не знаю. Ну, бывает такое, да, что не знаешь, как это вяжется. Но я думаю, что это еще все с опытом придет, потому что все равно я не так-то и долго вяжу. Ну, мне не так много лет. Вот. Продолжаем про шапочку. Эту шапочку я вязала чуть удлиненную, тоже специально для того, чтобы вам показать, как смотрится шапочка четко по голове, как смотрится шапочка немножко удлиненная. На нее я прибавляла процента 3, ой, процента, сантиметра 3, но дело в том, что после влажно-тепловой обработки она у меня тоже немножко вытянулась. И вот, например, вот эта зеленая шапочка связана точно так же, здесь такое же количество рядов, здесь такие же ромбы, все то же самое, но вот она тоже по-другому смотрится. Я ее вам мерила, и она немножко, видите, сзади приспущенная. Вот такую мы постараемся с вами сейчас связать. Добрый вечер, Сашенька, как же круто смотрится красная помада, очень идет. Спасибо, Наталья, большое, спасибо. Сейчас с вами мы сделаем закрытие на эту шапочку. Эту я примерять, ну давайте примерю. Мне самой интересно, я вот как пришла с ней в дом, так и понятия не имею, как она выглядит. Ну вот, вообще на ютубе просто белая. Хорошо, что я такие полосочки сделала, вы хоть видите немножко, что происходит. Короче говоря, мы сейчас закроем эту макушечку, и она как раз тоже получится немножко удлиненная. Пряжа все та же, что у меня обычно, все мои остатки Lana Gold 800, это в 4 нити. Вот это тоже вязалось из Lana Gold 800 4 нити. Те шапочки, которые мы тоже с вами только что вязали, тоже Lana Gold 800 в 4 нити. Вот эту мы только что сейчас с вами связали, закрыли макушку аккуратно по голове, и шапочка получилась маленькая, четко по голове, 21 сантиметр у меня. Эту мы сейчас капельку удлиним. Мы тоже сравним, посмотрим, и вы потом поймете, да, за счет того, что у меня целая куча всяких разных шапочек, да, вы потом поймете, что же нужно вам, потому что вы знаете, как какая выглядит, как какая смотрится и как на какую делать расчеты. Сейчас я быстренько сразу буду вязать спицами с длинной леской способом Magic Loop. Шапки какие классные, спасибо большое. Сейчас я все это дело пересниму на эти спицы и уже поменяю камеру, продолжим вязать. Я подготовилась, я пока был перерыв небольшой, я подготовилась, я переписала все свои убавки с маленького листочка. Они у меня были вот на таком клочочке написаны, вот. Я вязала вот эту зеленую шапку. Я переписала в нормальном их виде, вот в таком, в красивом, и вам сейчас тут немножко ошиблась. И вам сейчас это все покажу, расскажу на практике. И уже не стала, думаю, сейчас я буду, пока вам это писать, пройдет эфир, целый час, потом мы будем убавки вязать очень долго, будем спешить, поэтому решила сразу все переписать. Я думаю, ничего страшного, если я эти убавки не в эфире написала. Мы сейчас будем вязать, и постепенно я буду вам показывать, что это значит. Саша, номер спиц, какой использовала для Lana Gold 4 нити? 4,5 миллиметра я вязала спицами. Вот у меня как раз вот эти мои рабочие спицы раз, и эти с большой, с длинной леской у меня 5 миллиметров, но это кубические спицы, и поэтому они как-то схожи с круглыми спицами, с обычными на полмиллиметра, вот тоньше. Вот эти 5 такие же, как круглый номер 4,5. Сашенька, это получается, что пряжа становится 200 метров 100 грамм, спицы пятерка, ой, 200 метров 100 грамм, 800 метров, 4 нити, ну да, получается так, да?
Правильно ж получается так, 800 поделить на 4 получается 2. Да, 200 правильно. Спицы пятерка, у меня спицы 4,5. Ну, мне удобнее вязать 4,5. Я все-таки, когда увлекаюсь, я могу вязать немножко рыхло, поэтому я просто подстраиваюсь под свое вязание, я знаю, какой мне номер подходит уже, ну, для этой пряжи. Вот. Так, в принципе, могу контролировать себя, если что-то прям сильно нужно. Ну вот, все, я на эту лесочку пересняла. Теперь мне что мне здесь нужно? Теперь мне здесь нужно как-то раз, два, три, четыре поделить, наверное, посерединке вот так. Примерно делю на 2 части. По-моему, у меня тут четко даже получилось. Нет, не четко. У меня тут 4 ромба, а тут 3. Примерно делю на 2 части. Здесь у меня будет петелька от лески. Что я сильно экаю, меня это раздражает. Фух, давайте вязать. В зеленой шапке сразу какой-то баланс белого дурацкий. Желтый какой-то. Но это на телефоне. На ютубе нормально. Так. Сейчас я все поправлю. Так, все нормально. Сейчас этот зеленый цвет уйдет, девочки, потому что я его беру, хоп, и все становится, видите, белым. Ну вот, так выглядит моя шапочка. Как-то я слишком... У меня просто меринос есть 400 метров 100 грамм, фиолетовый и серый 500 метров 100 грамм. Ну вот, можно примерно прикинуть, как это все будет. Так, смотрите, вот мои расчеты, которые я только что переписала в красивом виде. Попробую в 2 нити связать. Да, вообще 500 метров, если я как-то обычно стараюсь вязать в 2 нити. Смотрите, вот у меня ромбы, узор ромбы. Раппорт у меня 12 петель. Что такое раппорт? Это вот моя коса, ой, мой ромб полностью плюс... Ой, подождите. Нет, все верно, все правильно. Это я сама себя сбила. Вот мой ромб и плюс вот эти 2, здесь, по-моему, 2 у меня, изнаночные петельки. Здесь четко 12 петель от начала ромба до начала следующего ромба. Раппорт 12. У меня здесь вот сверху я записала сейчас 4 лицевые и 8 изнаночных. Это тоже мой раппорт. 4 лицевые я буду сейчас вязать косичкой. Буду их 2 на 2 переплетать, чтобы у меня макушка оформилась красиво. Вот здесь тоже на зеленой шапочке вы видите, у меня ромб перешел в косичку. Я вот советую всегда ромбы так убавлять, оно смотрится очень хорошо. Так, я хочу сказать спасибо большое, Сашенька. Связала шапочку так ори. Я реально первый раз не перевязывала, все с первого раза идеальный размер. Вы нереальные, спасибо, что научили и учите. Наталья, я вот честно вам тоже скажу, мне очень всегда приятно читать ваши сообщения, потому что я вижу, насколько много положительных эмоций вы мне передаете. Мне очень-очень-очень-очень от этого радостно становится. Вот сейчас тоже сижу и улыбаюсь. Спасибо большое. Саша, сколько грамм ушло на эти шапочки? Меньше 100. Сейчас взвешу. Я же тут уже опытная. Я знаю, что вы спросите. У меня весы рядом. Так, секунду. На зеленую у меня ушло 61. Вот на такую 61. Ну, то есть, да, 50 грамм может уйти, если шапочка четко по голове. Итак, пойдем дальше. Сейчас у меня 4 лицевые, 8 изнаночных. Я сразу анализирую свой узор. Вот на данный момент я решила, что я буду делать косичку после каждого ромба. Мне нужно решить, что мне убавлять. Я решила, что я буду целиком и полностью убавлять все свои изнаночные петли. Для того, чтобы шапочка у меня сидела четко по голове, я должна в каждом ряду делать какие-то убавки в каждом раппорте узора. Я решила, что я буду вязать по 2 вместе в изнаночных петлях. Ну, где-то, неважно где, можно посерединке, можно здесь, здесь. Мы сейчас по ходу дела решим, где это мы будем делать. Вот, и у меня получается 12 петель сейчас в раппорте. Мы берем только один раппорт, 12 петель в раппорте, минус 1 петля, остается 11. То есть 4 лицевых и 7 изнаночных петель. Вот я переписываю это все. Дальше я по 2 вместе так потихоньку буду убавлять все вот эти изнаночные
петли до тех пор, пока у меня не останется 5 петель в раппорте, то есть 4 петельки косы и всего лишь 1 изнаночная. Одну изнаночную я советую всегда оставлять между косами, ромбами, там неважно, что вы вяжете, какой узор, для того, чтобы изнаночная это разделяла ваш узор. Вот здесь, например, на этой шапочке я оставила свою одну вытянутую петельку. Она тоже у меня достаточно хорошо разделяет мой узор, видно, где коса, где вот эта моя вытянутая петля. Вот, поэтому оставляйте здесь между ромбами, между косами что-то. У меня 1 изнаночная. И дальше я решила для симметрии убавить 2 раза, по 1 петле, то есть провязать 2 лицевые, 2 вместе и следующие 2 лицевые, 2 вместе. Таким образом я в одном раппорте убавляю сразу 2. У меня было на спицах 5 в раппорте, теперь у меня на спицах 3. 2 лицевые, 1 изнаночная. И в последнем ряду я снова вяжу 2 лицевые, 2 вместе. Итого у меня в раппорте остается 2 петли, то есть 1 лицевая и 1 изнаночная. И потом я стягиваю 2 петельки в раппорте, всего 7 раппортов, стягиваю 14 петель. Так, сижу, смеюсь, я же уже опытная, вы же сейчас спросите. Это я так сказала? Я сама уже не замечаю. Да, я опытная, потому что вы спрашиваете вес, и у меня здесь сразу хоп, и рядом весы стоят. Да-да, у меня тоже бини идеально села по голове, я в шоке с первого раза. Я не просто довольна, я в восторге. Саша, спасибо. Ой, как приятно, прям супер. Сейчас главное нам эту шапочку закрыть и вообще, в принципе, все шапочки успеть связать. Так, здесь у меня узор простой, я в одном ряду делаю переплетение, а в следующем переплетения не делаю. Я могу даже, в принципе, себе здесь поставить отметку. Тут я делаю переплетение, а тут не делаю. Тут делаю, тут... Ну, П это переплетение, да? Тут делаю, тут не делаю, тут не делаю, тут делаю. Хотя тут у меня его уже не будет. Я буду сейчас потихоньку вязать и отмечать. Вот мой первый ряд, вяжу свой первый рядок, поставила галочку, 2 вместе я вяжу в изнаночной петле. Я решила сначала убавлять сразу, вот прям сходу сейчас решила, чтобы мне не отсчитывать какое-то количество петель, сразу буду вязать по 2 вместе справа от каждого ромба в изнаночных петлях. Итак, я заднюю петлю, спицу, которая дальше от меня, вытягиваю. Здесь, естественно, мне нужно повесить маркер, чтобы я знала, где у меня начало ряда. Ну, я думаю, вы это все уже наизусть изучили. Маркеры самодельные, поэтому вот какой есть, такой есть. Главное, чтобы мне было удобно. Вы можете вешать любой свой. Так, приветик. Ой, Лена, привет. Очень рада, что ты с нами. Так, вяжу изнаночные свои петли. И дохожу до того момента, пока у меня... Ага, дошла. Пока у меня останется 2 изнаночных перед ромбом. Вот 2 мои изнаночные, я провязываю их 2 вместе изнаночные, таким образом убавила 1 петлю в раппорте. Здесь у меня переплетение. Косы переплетаем в ту же сторону, в какую переплетались наши ромбы. Ну вот они у меня вправо переплетались, поэтому я так и продолжаю это делать. Так. Поменяла местами 2 с 2 петельками, вяжу 4 лицевые. Дальше у меня идут изнаночные, и изнаночные я вяжу 2 вместе перед ромбом, ну, чтобы все было симметрично. Так, вот 2 вместе изнаночные перед ромбом вяжу. Дальше у меня снова идет переплетение. С наклоном, у меня с наклоном вправо, у вас может быть в любую другую, в любую другую, она одна, в любую сторону, может быть и вправо, может быть и влево. Тут, в принципе, не важно. Узор с ромбами я кидала под видео, в описании есть ссылка на узор, когда мы с вами расчеты делали. Так, тут я еще одну изнаночную провязываю, вот 2 изнаночные, вяжу их 2 вместе изнаночной. Так, Сань, ты покажешь, каким узором будешь вязать горизонтальный свитер или платье? Может, еще и свитер с аранами, фото как-нибудь выставить? Хочу знать, к чему готовиться. Очень понравилось платье на тебе. Ну, узор я вряд ли буду скидывать. Это разве что девочкам с интенсива я буду скидывать. То есть, кто будет участвовать, тогда скину. А так, в принципе, можно же вязать то же самое, что я вяжу, но уже во время интенсива, либо придумать что-то свое, взять с интернета. Так,
Свитер с аранами, пролистайте вниз, у меня там есть свитера с аранами, которые примерно мы будем вязать с окатом. Они у меня синие, по-моему. Да, синие. Так, дальше. Здесь я слева от ромба, ой, справа от ромба. Снова вяжу 2 вместе изнаночной. Так, вот, готово. Я скоро покажу свитер, который мы будем вязать дальше. Ну, то есть я один уже выложила, покажу свой, который я вязала. Мне его совсем чуть-чуть осталось довязать. Конечно, времени в обрез, впритык, но я стараюсь. Очень сильно стараюсь все успеть. И шапочки, и свитер надо успеть. Ух, я понимаю, что без перерыва тяжело, но я обещала этот свитер. Я понимаю тоже в то же время, что многим он нужен. Так, тут снова переплетение. 2 вместе я провязала, я думаю, вы видели. Так. Снова у меня изнаночные петли. Сейчас я буду вязать 2 вместе изнаночной. Так, вот у меня остались 2 изнаночные, провязываю их 2 вместе рядом с ромбом. Тут я снова делаю переплетение, у меня ряд с переплетением. Так, вяжу 4 лицевые. Ну, как вязать узор, я уже вам не рассказываю во всех подробностях, потому что мы тут с вами шапки конкретно рассматриваем. Поэтому на узоре я уже не останавливаюсь, иначе это будет тоже слишком долго. Так, вот 2 изнаночные, вяжем 2 вместе. Дальше у меня идут петли ромба. Перекрещиваю их и вяжу 4 лицевые. Сашенька, сижу, рассчитываю шапку косами, у меня получается наоборот, в резинке петель больше, чем в косах. Значит, мне необходимо не прибавить, а убавить петли после резинки. Ого, а как же так получается? Нет, честно говоря, убавлять не нужно, потому что резинка всегда по-любому растянется. А, То есть наоборот, да, не растянется, а будет как бы немножко присобрана. Но на голове она растянется, да. Я даже не знаю, честно говоря. Наталья, скиньте мне расчеты, посмотрим. И измерьте еще раз образец, и тот, потому что, честно говоря, с таким никогда не сталкивалась, чтоб резинка была плотнее, чем узор с косами. Так, вот у меня маркер. Я дошла до следующего ряда. Ставлю галочки. Здесь у меня переплетения нет, и я снова в изнаночном ряду убавляю. Буду убавлять в тех же местах, меня это устраивает, я это уже запомнила. Вот, вяжу 2 вместе изнаночные. Дальше, где у меня коса, я провязываю просто 4 лицевые. Дальше вяжу изнаночные, листик крутится, раздражает. Вяжу изнаночные, и перед ромбом я вяжу 2 вместе. Не, Наталья, я вот сейчас думаю, что делать. Я бы измерила еще раз образец и убедилась точно, что это все реально так. Ну, может быть, резинка слишком плотно связана, но это не страшно, конечно. Ну, не знаю, мне как-то, наверное, это все нужно видеть, чтобы я понимала, что делать. Я бы, наверное, точно не стала после резинки убавлять петли, ну точно не стала бы. Оставила бы, наверное, такое же количество просто. Потому что косы всегда стягивают. Может быть, у вас просто такой узор с косами, который стягивает не сильно? Тоже разные косы бывают. Так, продолжаю вязать. Мне осталось пол рядочка. Здесь вот я тоже вяжу 2 вместе изнаночной. Наши косы просто провязываю 4 лицевые петельки. И снова вяжу резинка, не растягивая, измерена была наверно. Ну, Наталья не могла так ошибиться, честно говоря. Я знаю, насколько Наталья опытный мастер, поэтому я уже про это ей не говорю. Это само собой разумеется, что резинку нужно измерять в чуть растянутом состоянии, чтобы были видны изнаночные. Я для всех скажу, не в таком виде, как она сейчас, а вот растянув, чтобы были видны изнаночные. Вот в таком виде изнаночные видны, все измеряем. А если так, то, конечно же, петель на резинку придется больше набирать. Так, вот 2 последние изнаночные, вяжу их 2 вместе. Петли косы вяжу 4 лицевые.
изнаночные идут. Вы можете, если хотите, также изнаночные убавлять сначала с этой стороны, потом с этой, чередуя. Но здесь я убавляю в одном месте, оно не влияет сильно на результат. Здесь нет ничего страшного, если убавлять их в одном месте. Вы можете попробовать и так, это тоже по желанию. То есть вы понимаете, что если у нас много изнаночных и нам их нужно убавить, то вы можете убавлять их в любом месте. Можете по центру убавлять. Мне удобнее возле косы справа или слева, просто чтобы я ориентировалась, в каком месте мне связать 2 вместе. Маркер, я связала рядок, снова отмечаю галочкой. Все продолжаю в 2 вместе изнаночных петлях убавлять. Здесь П буква, значит, у меня сейчас переплетение будет. Пряжа очень мягкая становится после ВТО, и косы не стали растягиваться. Тогда не нужно ничего прибавлять. Просто вот петли резинки посчитайте, вернее петли, я бы так сделала, я бы посчитала петли узора и на резинку набрала бы такое же количество. Вот так бы я сделала. Провязываю 2 вместе изнаночные возле косы. Здесь у нас уже переплетение, то есть я снова с наклоном вправо переплетаю нашу косичку. Вы можете переплетать косичку реже, то есть не в каждом втором ряду, а в каждом, например, четвертом ряду, в каждом третьем даже можно, потому что мы вяжем по кругу, у нас тут как бы изнаночных нет рядов. Но вот у меня такая будет частая косичка. Так, дальше вяжу. Вот 2 изнаночные, вяжу 2 вместе. Косичку переплетаю. Это у нас, кстати, не косичка с вами, а жгут. Потому что косичка в основном из 3 прядей, больше, а жгутики, они из 2 прядей состоят. Это у нас с вами жгут. Вот, он получается у меня такой с частыми переплетениями. Окей, спасибо. На всякий случай еще раз разок пересчитаю. Ну, главное, что разобрались, да, немножко, в чем тут может быть дело. Так, 2 изнаночные вяжу 2 вместе, в косе переплетение. Так, снова вяжу 4 лицевые. И здесь вяжу изнаночные до конца. Ай. Так, связала. Переворачиваю, вяжу вторую половинку ряда. Так, тут у меня 2 изнаночные, провязываю их. Дальше лицевые, вяжу подождите, мне их не вязать, мне их нужно переплести. Так, что у меня ниточка как-то плохо тянется. Переплетаю 2 с 2, всего 4. Вяжу 4. Так, секунду. И дальше снова изнаночные, вяжу 2 вместе. Так, девочки уже, наверное, заснули все, так немножко слышно сопение. Потому что скучный урок, когда нужно что-то вязать, или особенно скучно, когда какие-то расчеты, а ты вроде расчеты эти тебе не нужны, ты не собираешься их делать, но посмотреть вроде как надо, потому что новое видео. И так скучно это все, так долго длится. Так, вяжу 2 изнаночные, 2 вместе, лицевые переплетаю. Так, теперь вяжу дальше 4 лицевые. Ой, не подхватила петельку. Так, убавляю изнаночные, смотрим внимательно, мы вяжем, вяжу платье. Вы в работе. Я понимаю, когда вы молчите, значит, вы вяжете. Так, 2 изнаночные. Ну, мне с вами, честно говоря, веселее вязать. Всегда приятно знать, что рядом кто-то где-то еще занимается тем же самым. Так, ну нам тут чуть-чуть осталось. Мы с вами связали уже половину, потому что с каждым рядом петель меньше, и там в конце вообще за секунду мы это все свяжем. Тут снова я, видите, не все петельки зацепила. Так, здесь вяжем изнаночные. Что у нас тут происходит? Давайте-ка посмотрим. Вот у меня маркер, значит, я связала ряд.
У меня мне сейчас кажется, что мне будет удобнее, я так уже себе прикинула, пока вязала, мне сейчас будет удобнее убавлять с этой стороны. Ну, потому что здесь у меня открыты изнаночные петли, а с этой стороны у меня уже только одна петля изнаночная. Поэтому я начну убавлять уже сразу после косы, а не перед косой. У меня 4 ряд, переплетения у меня нет, лицевые я буду вязать просто лицевыми, изнаночные буду вязать 2 вместе продолжать. Эту изнаночную теперь уже просто провяжу, а в этом раппорте свяжу 2 вместе вот здесь, на этой спице. Лицевые я свои провязываю в этом ряду, у меня нет переплетения. А теперь вяжу 2 вместе с этой стороны изнаночной. И до конца изнаночных вяжу не глядя. Дальше мои лицевые, вяжу их лицевыми. Ну, то есть, видите, вы можете корректировать то место, где вы вяжете 2 вместе изнаночной. Так. Днем на работе вязала под вчерашние эфиры. Круто! 2 вместе провяжу сразу после косы. Вяжу шапку. Хорошо. Доброй ночи. Доброй ночи, Лариса. У нас уже время 0:05. Я смотрю, причем с удовольствием. Ой, спасибо вам большое. Так приятно, что ночью люди смотрят. Так, 2 изнаночные сразу после косы. Если я решила сразу после косы, то я во всем ряду так вяжу. Сразу после косы 2 изнаночные. Так, в Самаре 23:06, у нас 22. И нам веселее, по твой голос просто супер. Ой, спасибо. У меня аж настроение поднимается, когда вы мне какие-то теплые слова пишете. Не, ну а чё, конечно, вряд ли кто-то будет грустить, когда ему пишут, что все классно. Не, ну согласитесь. Так, изнаночные вяжу, лицевые вяжу, после косы сразу вяжу 2 вместе изнаночной. Так, провязываю изнаночные. У нас потихоньку изнаночные убавляются. Вот мы уже убавили 4 изнаночных. У нас было 8 изнаночных, так, тут 2 вместе в раппорте, а сейчас у нас на спицах 4. Вот раз, 2, 3, 4. Видите? Уже уменьшили в 2 раза количество изнаночных. Лицевые я просто провязываю, здесь изнаночную вяжу 2 вместе, снова изнаночная, изнаночная. Так, я вяжу платье, всех отправила спать и релаксирую. Сашенька, подклад делать на какие-нибудь шапки. А, делаете? В воскресенье я буду показывать, как я делаю подклад. Ну вот, у нас уже значительно количество петель стало меньше, и шапочка, видите, тоже немножко стала закругляться. У нас 5 ряд, я ставлю галочку. В 5 ряду мы все так же в изнаночных убавляем. Буква П означает, что у меня будет переплетение. Точно так же я буду сразу после косы убавлять петельки. То есть эту изнаночную провяжу, переплетение свое свяжу, я уже говорю стихами. Ну а чё, опыт большой, в эфиры веду давно, почему бы не научиться уже говорить стихами. Так, здесь 2 изнаночные сразу вяжу после косы, и здесь 2 изнаночные. У меня всего 3 изнаночных осталось. Так, переплетение надо не забыть. Так, туговато у меня уже тут все идет, потому что стараюсь поплотнее. Ну ничего, вяжу. Остренькие спицы помогают. Лена, если ты смотришь, спасибо. Та Лена, которая мне подарила эти спицы. Так, 2 изнаночные, 2 вместе. Изнаночная, изнаночная. Добрый вечер, Неля, приветик. Нель, у тебя новая аватарка, что ли? Кажется, ты была немножко в другом цвете, сейчас синенькая. Или мне кажется? Ну, многих я честно скажу, честно, многих я узнаю по аватарке. Когда девочка меняет аватарку, я теряюсь. Она мне пишет, ну, как будто я ей родной человек, потому что я понимаю по комментариям, что мы с ней знакомы, и мы с ней общаемся, но я не могу понять, кто. Потому что запоминала ее по аватарке. Ну, а общаемся, например, мы там где-то в Телеграме или в Вайбере.
Вот, а есть девочки, которых я все таки больше по нику запоминаю. Если этот ник какой-то короткий, отличается от чьего-то ника, либо если там имя в нике есть, то я как-то, ну, по нику запоминаю. Вот Нелю я по нику четко запомнила, потому что как-то у нас Неля вроде одна, больше у нас Нель нет. Ну, я имею в виду в нашей вот этой дружной компашке моих подписчиков и зрителей, кто смотрит мои эфиры. И с Нелли мы так тоже общаемся капельку. И Неля мне, кстати, подарочек присылала, очень удивительный сюрприз. Я все это прекрасно помню. Открытку делала Неля специально для меня. Ой, ну там и даже стих написала про меня. Там все про меня. Надо, кстати, как-то его опубликовать, Неля. Так, 3 изнаночные у меня. 2 связала, 2 вместе, переплетаю. Ну, видите, в общем, я вяжу, я думаю, вы смотрите. Вяжу, 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 ничего сложного здесь нет. Главное расписать заранее убавки. Либо вы можете расписать убавки не заранее, а когда вы уже связали. То есть вы отвели, например, на убавки сантиметров 5. Но я, честно говоря, делаю не так. Я сразу беру и расписываю убавки, как я вам показывала в расчетах. Но можете отвести на убавки сантиметров 5 и потом расписать ряды с убавками. Мне же все-таки удобнее сразу. Я вообще, в принципе, люблю сразу сделать все расчеты, чтобы потом в процессе вязания не переживать, что мне там еще рукав считать, или мне там еще какие-то макушки у шапки считать, или мне еще нужно понять, какой воротник там сделать, например, на свитерочке. То есть я люблю все сразу рассчитать. Так, я вижу бактус под ваш голос намного приятнее. Всегда смотрю эфиры, даже если не участвую в интенсиве. Ой, спасибо большое. Я тоже вас помню прекрасно. Так, 6 ряд, маркер у меня, и у меня сразу рефлекс маркер, значит, я ставлю галочку. Переплетения у меня нет, точно так же в изнаночных убавлять продолжаю. Точно так же продолжаю убавлять со стороны вот той, которая сразу после косы идет. Слева от косы, вот вяжу. Дальше вяжу 2 вместе. Изнаночная, 4 лицевые. Да, Сашуль, сменила аватарку, комплект на заказ вязала и решила обновить аватарку. О, я сразу заметила. Синяя в глаза бросается, хорошо видно. Так, 2 вместе изнаночной, изнаночная, просто лицевые. Вот поэтому я свою не меняю. Ой, Залина, я тебя уже тоже узнаю, честно говоря, по любой аватарке, потому что я помню твой ник. Ну и, в принципе, тебя уже хорошо знаю тоже. Вот видите, девочки, как классно участвовать в наших интенсивах. Все друг друга знают и все запоминают. Ну, это правда. Это правда, серьезно. И мне приятно, когда человек пишет какой-то комментарий, я прекрасно понимаю, кто это и как его зовут, как он выглядит, и даже там о нем немножко что-то знаю, да, помню его работы, например, с интенсивов. Это классно, когда ты чувствуешь, что тебе пишут какие-то родные люди, а не левые девочки. Не, когда левые девочки пишут, это тоже приятно. И круто, когда эти левые становятся как раз-таки теми родными, хорошими. Но зато круто, когда не одни левые пишут, а еще и свои. В общем, я загнула, что то закрутила. Вы поняли, про что я говорю. Мне и новеньким, приятно, новеньких комментарии читать приятно, но приятно, что есть такие старенькие, которых я уже знаю в лицо. Так, связала я рядок, у меня, маркер. Хорошие эфиры сегодня, слава богу. Так, тихо на эфиры, ничего не говорите, пожалуйста, потом резко все пропадает. Залина. Шапулька классная, спасибо. Ставлю галочку, у меня будет переплетение, и последний раз я убавляю в изнаночных петлях. Смотрите, у меня 2 изнаночные остались между косами, и вот здесь, например, мне нужно будет эту петельку переснять, потому что у меня одна изнаночная тут, одна тут. Мне тоже нравится вязать с вами, сижу, вяжу платье, учась, правда, по ютубу. Олеся меня зовут. Ой, Олеся с рысью, я запомню, спасибо. Вот вас пока по рысе буду запоминать, потом запомню по имени. Здесь я изнаночную пока просто провяжу, а потом в конце ряда я провяжу ее 2 вместе с той, которая у меня на этой леске. Здесь у меня переплетение, переплетаю. Буква П стоит в 7 ряду. И вяжу 4 лицевые. Раз, 2, 3, 4.
Вот теперь вяжу 2 вместе изнаночной. Последние мои изнаночные убавляю, у меня одна остается. Привет, меня Олеся, очень приятно. О, у нас 2 Олеси встретились, классно. Так, вас, Олеся, я тоже уже знаю по цветочку. По-моему, у вас цветочек на аватарке. Ну, по крайней мере, немножко согнувшись, привстав и посмотрев на комментарии, потому что у меня комментарии в районе лба. Мой телефон находится в районе лба, и мне нужно немножко даже так приподниматься, чтобы увидеть комментарии. Вот если с этого ракурса смотреть, то у вас, Олеся, на цветочек похожа аватарка. На "Ютубе", конечно, ценная информация. Я сейчас рассказываю. Я думаю, те девочки, которые на "Ютубе" смотрят, думают: "О боже". Так, у меня тут одна изнаночная, мне нужно ее перекинуть наоборот. Я вот эту давайте перекину. Как бы мне это сделать? Перекину сюда. Вот так. И эти 2 изнаночные провяжу 2 вместе изнаночной. Ой, подождите. Так, нет, неправильно. У меня тут одна петелька. Вот так. Провязала, переворачиваем. А я квартальные отчеты делаю. Одну шапку Бини связала, а вторая на меня смотрит, отчеты не отпускают. Не, сделайте отчеты, а потом будете уже со спокойной совестью вязать. Так, здесь переплетаю. Подождите, это у меня ж продолжение ряда, правильно? Маркера нет, значит продолжение. Вяжу лицевые. 2 изнаночные, 2 вместе. Переплетение. Так, привет. По моему никнейму совсем непонятно, что Юлей зовут. Сейчас все перезнакомимся. Юля, я вас как-то вот визуально тоже помню. Но я не знала, что вы Юля, потому что не запоминается, потому что да, вы правы, не видно по нику, что вы Юля. Но я вас визуально помню и по нику, и по аватарке. Так что вы тоже моя уже знакомая, будем так говорить, приятельница. Есть интернетные подружки, с которыми мы уже так активно общаемся. Есть приятельницы, которых я уже узнаю, но лично мы так активно не общаемся пока, да, может быть, все еще впереди. Вот. А есть новенькие девочки, чьи аватарки я не знаю, но если вы, мне что-то пишете часто, то я очень быстро вас запоминаю. Так, лицевые вяжу, у меня здесь в конце одна изнаночная. Вот я ее сейчас перекину сюда и провяжу 2 вместе. Так. Саш, заказчица пряжу предоставила, стопроцентный акрил. Увидев эту пряжу, сразу тебя вспомнила, как ты про скрипучий акрил говорила. Он такой жутко скрипучий, особенно как его намочить. Да-да-да, так и есть. Есть акрил нормальный, конечно. Так, связала я 2 вместе изнаночной, маркер. Сашенька, почему бы не выложить в ВГ фото того, как проходят интенсивы? А в каком виде? В каком виде? Я бы выложила. Так, мы про Хёртс общались. Ой, девочки, кстати, с несколькими общалась про Хёртс, я уже не помню. Саша, вяжу жаккард, как-то очень стянуто получается. Первый раз решила попробовать. Так, ну вот, у меня эфир приостановился. Вяжу следующий ряд, 8. Сейчас я включу еще раз эфир. Тут немножко можно поспать, пока я включаю эфир. Связала я 2 вместе последние изнаночные. Здесь у меня переплетений нет. Я надеюсь, я везде не забыла сделать переплетение. И в 8 ряду, я уже вяжу 2 вместе в лицевых петлях 2 раза. Вот у меня в лицевых петлях сейчас 4 всего петельки. Я вяжу 2 вместе первые 2 и 2 вместе вторые 2. То есть я буду убавлять по 2
петли в 4 петлях косы. Вот так закрутила. Сейчас посмотрим. Вот изнаночную. Изнаночную мы сейчас просто провязываем. Изнаночную провязала, вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 и вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2. Здесь уже не имеет значения, в какую сторону. Ну вот красиво смотрится, скажу вам честно, когда 2 вместе с наклоном вправо, если вязать классическим способом. Дальше изнаночная петля, провязываем ее. Дальше снова убавляю 2 раза, 2 вместе лицевой 1, 2 вместе лицевой 2. Проверяю, чтобы я все ниточки захватила. Изнаночную провязываю. Дальше 2 вместе лицевой 1, 2 вместе лицевой 2. Не захватила, видите, поэтому проверяю. Так, изнаночную провязываю. Переворачиваю свое вязание, у меня тут совсем чуть-чуть осталось. Снова лицевые у меня 2 вместе с наклоном вправо 1, 2 вместе с наклоном вправо 2. Изнаночную провязываю. 2 вместе с наклоном вправо 1, 2 вместе с наклоном вправо 2. Изнаночную провязываю. Дальше тормозит, да, девочки, в инстаграме. Сейчас мы шапочку довяжем, и я ее померяю. Не уходите, посмотрите, пожалуйста. Мне важно, чтобы вы посмотрели. 2 вместе с наклоном 2, изнаночную провязываю. Дальше 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном вправо. Готово. Вот, и у меня, видите, уже как хорошо шапочка округлилась. Косички видно, за счет изнаночных петель она у нас стала такой кругленькой. Последний рядочек, вот этот, я вяжу просто 2 вместе свои лицевые петельки. Сейчас я провяжу этот ряд, потом включу эфир. Здесь у меня написана буква П, но тут мы переплетения делать не будем, потому что мы как раз таки те самые лицевые петли будем вязать 2 вместе. Ну и как бы нет смысла переплетения это делать. Изнаночную мы все так же провязываем изнаночной. И вот мои 2 лицевые петельки, единственные, которые у меня остались в каждом раппорте, я провязываю просто 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, теперь изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. Переворачиваю. Вяжу дальше. Тут у меня, что у меня здесь? 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. 2 вместе лицевой. Готово. Все, связали мы, смотрите, все рядочки. Теперь нам нужно оставшиеся 14 петелек надеть на нитку. Маркер я могу уже убрать, мы уже все связали. Давай, убирайся. Беру, надо отрезать. Отрезаем небольшую ниточку. Беру я свою иголочку и сейчас это буду все вдевать. Берем наши петельки и надеваем их на иголочку. Сначала одну половинку шапочки, иголочку подтягиваем с ниточкой. Теперь вторую половинку шапочки. Так, надеваем на спицу. Все, главное, петельки зацепить. Видите, я тут не зацепила одну. Я ее сейчас подниму. Вот, теперь все. И точно так же на нитку переснимаю вторую часть. Затягиваю, спицы убираю, они мне уже не нужны. Ну вот макушечка наша вот такая. Затягиваю, в дырочку вставляю нашу иглу. Здесь точно так же подтягиваю хорошенько. Делаю 2 узелочка. Их предостаточно будет. 1 и 2. И нужно спрятать нашу ниточку. Ниточку прячу куда-нибудь так, чтобы ее не было совсем заметно. Можно здесь провести ее по лицевым петелькам и отрезать.
Ну вот, смотрите, что у нас получилось. Это от наборного ряда ниточка. Вот такая макушка у нас получилась. Как видите, ромбики хорошо перешли в косички. Узор наш никак не сместился, не испортился. И по внешнему виду шапочка как раз как будто бы с ромбами, да, но имеет четкое закругление. Сейчас я ее попробую померить. Самое главное, мне нужно включить эфир. Сейчас как-то я, наверное, отсоединю камеру. Вот так. Сейчас я включу эфир. Попробую включить. И померяю свою шапочку. И в прямом эфире. Ура! Пока вам буду так показывать ее. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну что, девочки, я связала. Посмотрите на ютубе конец. Там ничего сложного, у меня эфир не подключался. Вот так выглядит наша макушка. Еще раз скажу, что не испортился наш рисунок с ромбами. Шапочка получилась, ну, с четким закруглением по голове, и она, видите, немножко вытянутее, чем та, которую мы вязали первый раз. Я ее как раз вот на 3 сантиметра связала чуть длиннее. Сейчас я ее померяю, посмотрим. Саша, не помню, ты уже показывала, как жаккард вязать? Нет, еще не показывала. Завтра постараюсь показать. Вот, да, видите, она немножко по тужине также, но сверху немножко посвободнее. Но если вы сделаете убавки так же, как я, только не прибавите 3 сантиметра на не прибавите 3 сантиметра на высоту, то есть, видите, она у вас тоже четко по голове сидит, как и предыдущая шапочка. На ютубе просто белое какое-то пятно. Вот такая получилась. Я вам показала, как убавить ромбы красиво, я показала, как убавить красиво косы, между которыми есть изнаночные петли. Еще на днях я вам покажу, у меня тут такая косичка. Дополнительный аксессуар к шапочке, украшение. Я вам еще покажу, как красиво убавить плетенку, либо, знаете, есть такие узоры с косами, которые без изнаночных вообще. Сейчас очень модно красивые разные косы, которые переплетаются между собой, там нет вообще ни одной изнаночной петли. Вот я вам рассказала, если есть изнаночная, убавляем сначала их, а потом смотрим, как нам сам рисунок убавить красиво. А вот в этих плетенках, во всевозможных косах сложных, там немножко другое имеет значение, немножко другие, ну, как бы, как это сказать, нюансы имеют значение, тоже о которых я вам хочу рассказать. Я расскажу вам как-нибудь. Плетенку мы будем вязать градиентом. Еще сделаем расчеты на нее и покажу, как градиент правильно рассчитывать и как его вязать. Жаккард тоже вам покажу. Смотрите, то есть что у нас остается, давайте расскажу. Круто получилось, Сашуль, ты талантище с золотыми ручками и добрым сердечком. Спасибо большое, Неля. Давайте подумаем, что у нас осталось. Первое, что нам нужно связать, это жаккардовую шапочку. Расчеты мы на нее сделали, нам осталось ее связать. Я покажу, как вязать жаккард, как его по кругу вязать, чтобы не было ступенек. И покажу, как закрывать шапочку, макушку у жаккарда. Раз. Второе, нам нужно горизонтальную сшить, там тоже на 5 минут эфира. Горизонтальную. 2. Третье, что нам нужно, это вот эту плетенку, сделать на нее расчеты, связать ее и закрыть макушку. Третье. Четвертое, это шапочка с теневым узором, тоже сделать на нее расчеты и закрыть макушку. Там тоже ничего сложного. Четвертое теневой. И что нам еще осталось? Связать ушки для шапочки детской, ушки, которые здесь. И расскажу я, как делать подклад и как делать помпоны в воскресенье. Ну и вроде все, да? Я вроде все сказала. То есть нам нужно еще 4 шапочки осилить. У нас сегодня вторник, среда, четверг, пятница. Ну, я думаю, получится. Саша, как же приятно слышать и слушать, как вы читаете комментарии, понимаете, кто это. И на моем лице сразу улыбка. Вы такой человечек, так рада, что когда-то встретила вас. Ой, вас я знаю и буду помнить очень-очень долго.
Еще одна прелесть. Спасибо большое, Залина. Ну вот я вам тоже идейку типа подкидываю. Вы же понимаете, да, что можно не просто однотонную вязать, а добавлять какой-то рисунок. И тогда просто светлая шапочка превращается уже в что-то такое более-менее. Если, например, у вас есть такого цвета перчатки, там, не знаю, может быть, сумка, может быть, какой-то шарф, может быть, само пальто или пуховик такого цвета, ну или другого, да, вы можете совершенно спокойно добавлять в шапочку, и у вас будет такой типа комплектик. Все, девочки, мы уже 48 минут общаемся, я вам все показала. Я думаю, что будем прощаться. Завтра, я не знаю пока, что мы будем вязать завтра, смотря что я успею сделать сама, потому что мне нужно много еще перевязать всего. Но завтра встречаемся в 20:00, как обычно, жду вас. Будем заниматься чем-то дальше. Все, пока. Спасибо всем, что были со мной. Тоже пытаюсь, чтобы вам было видно ромбы, а вам их вообще не видно. Слишком светло как-то.